Какие чудесные печенья получились! Я вам открыла секретный рецепт знаменитых грузинских песочных печений. Для начала добавим чайную ложку соды в 100 мл кефира и перемешаем. Отложим кефир и ждем, пока произойдут необходимые реакции. Возьмите стакан побольше, чтобы ваш кефир не вылился. Надеюсь, что мой стакан будет достаточен. Вот так убираем. Теперь нам нужно взбить 2 яйца и 200 грамм сахара. Когда яйца с сахаром хорошо будут взбиты, добавляем мягкое сливочное масло. Очень-очень мягкое должно быть сливочное масло. Здесь у нас 200 грамм. И тоже вместе все это хорошо взбить. Обязательно сливочное масло должно быть очень мягкое, чтобы вот так легко все перемешалось. Затем добавляем наш кефир. Посмотрите, как он увеличился в размере благодаря соде. Обязательно добавьте ванилин также. И тоже миксером хорошенько все это перемешайте. Все перемешано, образовалась однородная вот такая вот смесь, и на этом почти все. Итак, миксер нам больше не понадобится, убираем. Теперь осталось добавить сюда 450 грамм муки. Обязательно муку просеивайте всегда перед использованием. И замесить тесто. В отличие от дрожжевого теста, это тесто нужно аккуратно перемешивать. Не нужно его долго месить. Только все перемешать, чтобы образовалось однородное тесто. И достаточно. Поэтому очень аккуратно перемешивайте. Я думаю, что рукой будет удобнее. Это вот такое чудесное песочное тесто. Посмотрите, тесто уже почти готово, нигде муки не осталось. Я думаю, что на этом достаточно. Переносим это тесто на вот такую пленку. Заворачиваем в пленку. И ставим в холодильник примерно на 1 час. Прошло около 1 часа. Вот наше тесто я достала из холодильника. И теперь нам нужно обсыпать стол небольшим количеством муки. Сверху тоже обсыпем небольшим количеством муки. И теперь нам нужно раскатать в длину и в ширину, чтобы получилось тесто примерно толщиной 1 сантиметр. Быстренько это вот раскатали. Примерная толщина вот 1 сантиметр. Нам понадобятся формы для вырезки печенья. У меня, посмотрите, вот такие формы разных размеров. И вот такие в виде сердца. Какие угодно, какие у вас есть. Если нет никаких форм, можете просто ножиком треугольнички вырезать и выпекать. Я выбрала вот такие среднего размера формы. Посмотрите, есть и большие, маленькие, но это уже по вашему выбору, какие вам нравятся. Чтобы легко было вырезать печенье, берете форму и обмакиваете в муку. Затем вырезаете. Видите, как просто. И затем вот это готовое печенье кладем на противень, который мы уже застелили пергаментной бумагой. И точно так же со всеми остальными. И это, посмотрите, как я буду делать. Также обмакиваем в муку и легко вырезаем. Видите, как легко и как красиво. Эту излишнюю муку можете стряхнуть или рукой, или щеточкой. Посмотрите, сколько печенья уже получилось. А вот это вот оставшееся тесто мы собираем опять.
чуть-чуть обсыпем мукой. И точно так же можно рукой, можно скалкой, как вам удобно, расправим немножечко и сделаем примерно толщиной 1 сантиметр. И теперь точно так же берем формы и вырезаем наше печенье вкуснейшее. И точно так же и вот это оставшееся тесто мы собираем вместе. А это я просто вот так вот соберу и вот такое круглое печенье выпеку. Нам понадобится 1 яичный желток. Добавляем сюда небольшое количество воды и вилкой взбиваем. И теперь этим яичным желтком, разбавленным в воде, мы обмажем поверхность наших печений. Печенье готовы пойти в духовку. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 15. Но, конечно же, смотрите по своей духовке. Когда вы увидите, что печенье приобрели золотистый оттенок, значит, они готовы. Они должны быть мягковатые. Итак, не перепеките, пожалуйста, их. Достаньте вовремя. Посмотрите, какие чудесные печенья получились. Я вам открыла секретный рецепт знаменитых грузинских песочных печений. Вот эти печенья моя мама, когда она работала в главной пекарне Тбилиси, они пекли там. Эти печенья разлетались на ура, пользовались большим спросом. И на это есть своя причина. Они настолько вкусны, что, попробовав их, вы не будете больше кушать никакие другие печенья. Я вам гарантирую. Их можно хранить 3-4 недели в плотно закрытой посуде. Обязательно приготовьте. Вы видели, как просто это готовится. Давайте возьмем любое печенье и посмотрим, как они изнутри выглядят. Посмотрите, какие они мягкие. Вот именно вот такие мягкие они и должны быть. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Эти печенья станут вашими самыми любимыми печеньями. Я вам гарантирую. Приятного аппетита и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем. Пишите комментарии, я всегда их с интересом и с удовольствием читаю и по возможности отвечаю. Спасибо вам за просмотры.